Всем доброй ночи. Эти работы я хочу подарить любителям лесного отдыха, грибникам, рыбакам, охотникам. Это просто, как вы называете, любителям лесного кемпинга. Дело в том, что помимо веселых, интересных историй, связанных с лесом, есть очень много и мистических историй, историй страшных, не с очень веселым финалом. Потому что лес – это отдельный мир. Мир в нашем мире. Со своими законами, со своими обитателями. Лесные духи, лесная хозяйка, леши, силы, которые охраняют лес и речку, например, те же мавки или русалки. Они немножко отличаются, но в принципе это водные духи, духи водного пространства. Лес – это живой организм. Человек, который рубит лес, не оздоравливая лес и не улучшая состояние леса, или по потребности рубит, потому что нужны дрова, нужно там это использовать. В древние времена тоже рубили лес. Что-то тут. Угу. Но вместо одного вырубленного дерева сажали 10 или 3, где как. Так считалось, что то, что ты берешь, нужно обязательно обратно дать природе. Брать столько, сколько тебе нужно, не более. Вот, например, северные народы, якуты, ненцы, тувинцы, другие народности именно севера или Сибири России, они, когда рыбачат, они берут столько, сколько нужно им. Рассчитывают точно на всю зиму, на каждую семью. Больше брать нельзя. Это наказуемо. Если человек охотник, он должен бить зверя тогда, когда сезон. Когда их численность большая. Нельзя было охотиться на, скажем так, медведицу и медвежат. Особенно в период скармливания, чтобы они не погибли. Нельзя было охотиться на лося, опять же, в период спаривания и там беременности лосихи и рождения детенышей. Был определенный период, чаще всего зимний период, когда разрешалась охота. Охота на медведя считалась проклятым ремеслом, и те семьи, которые охотились на медведя, они на свою голову, значит, собирали очень много проклятий. Проклятий живых существ, которые не могут говорить, но за них есть кому заступиться. Самая страшная, самая проклятая охота считалась зимняя охота на медведя в берлоге. Когда он, когда, говорят, лезет на рожон, когда он был нашампуренный просто, бралась такая длинная, значит, палка с острым концом, и медведя дразнили. И он от злости, от своей ярости кидался на эту палку, пытаясь достать охотника, и тем самым насаживался на эту палку. Очень подлой считалась такая охота. Потому что, ну, представьте, живое существо спит, да, сладко спит, и кто-то его будет, чтобы убивать. Часто такая охота заканчивалась снятием скальпа, убийством охотника, собак, там еще кого-то, кто рядом был. Иногда бывало, что отец и сын были битые медведями. Одним словом, человек должен знать меру и не нарушать, и не быть подлым по отношению к природе. Тогда он будет благоденствовать рядом с лесом. Не просто же у всех народов мира есть духи лесные, защитники леса, которые наказывали за чрезмерно наглое отношение
значит, к царству, да, леса, лесному царству. Сегодня хочу вам подарить заговоры, которые вам пригодятся, если вы живете возле леса, если вы часто бываете в лесу, если вы отдыхаете, если тем более рядом с вами там, то есть в этом лесу обитают дикие животные. Не во всех лесах они есть. Если боитесь потеряться, если боитесь, что в лесу вас может настигнуть, стихия, например, тот же гром, ветер, который может завалить на вас дерево и убить человека. Зная элементарные законы мироздания, вы можете спокойно жить, зная, что с вами, с вашими близкими ничего плохого не случится. Итак, если решили переночевать в лесу, неважно, сколько ночей вы там хотите остаться, дней и ночей, каждый раз перед тем, как ложиться спать, то есть уйти на отдых в палатки свои, читайте этот заговор. И тогда к вашим палаткам не подойдут ни волки, ни медведи, ни какие-то лихие люди. Вы спокойно сможете провести свой отдых и вернуться домой. Говорите это 6 раз. Ты тут хозяин, я всего лишь гость. Пусти меня не век вековать, а ночь ночевать. Сбереги меня в царстве своем. Истинно так. Еще раз. Ты тут хозяин, я всего лишь гость. Пусти меня не век вековать, а ночь ночевать. Сбереги меня в царстве своем. Истинно так. Если вы решили переночевать в лесной избе, или остаться, некоторые остаются на несколько дней, рыбачат, там отдыхают. Есть лесные избы, есть специально такие места отдыха. Есть просто человек построил для себя, и как радушный хозяин не закрывает двери, чтобы люди мало ли что могли переночевать, переждать там бурю или что-то еще. Так вот, зашли в эту избу, прежде чем там устроиться, поставьте на стол или на подоконник какое-нибудь угощение, фрукты, сладости, конфеты, блины. Так аккуратно, красиво разложите. Значит, стойте посреди комнаты и, кланяясь в каждый угол, 4 раза произнесите. То есть поклонились, повернулись, поклонились, вы кланяетесь всем углам этой избы для того, чтобы она вас сберегла в те дни, в то время, пока вы будете там находиться. Дед да бабка, хозяин да хозяйка, избиная да избиной. Я человек не лихой, а добрый. Пустите переночевать, сберегите мою жизнь, стерегите мой сон, заклинаю. Не забывайте, что они там живут. Изба, которая пустует долгое время, туда всегда заселяются, определенные сущности, духи. Духи леса могут быть, духи когда-то живших там, жителей деревни. Потому что в этих лесах бывали иногда и населенные пункты, которые потом заросли лесом и канули в лету. И они могут поселиться в эти избы, которые долгое время пустуют. Естественно, там же не живут люди, а просто останавливаются. И нужно просить их разрешения, изначально с ними подружиться, тогда они не будут вас пугать, они будут вас оберегать и, естественно, сберегут вашу жизнь, ваше душевное состояние, и вы вернетесь отдохнувшие домой. Дед да бабка, хозяин да хозяйка, избиная да избиной. Я человек не лихой, а добрый. Пустите переночевать, сберегите мою жизнь, стерегите мой сон. Заклинаю.
Далее, для любителей рыбалки, охоты, значит, что еще? Собиратель ягод, отдыха. Когда заходите в лесное царство, попросите, чтобы вам открыли эти блага леса и не навредили вам, потому что лес может и отомстить. Хозяин леса, прими меня в свое царство, государство. Сбереги от волка, от медведя, от клеща и змеи, от всякой напасти. Возьму без излишка и другим оставлю. Заклято. И поклонитесь. И еще раз. Желательно 3 раза. Хозяин леса, прими меня в свое царство, государство. Сбереги от волка, от медведя, от клеща и змеи и от всякой напасти. Возьму без излишка и другим оставлю. Заклято. А это обращение к лесной матушке или хозяйке леса, который вам откроет богатство леса, покажет, где самые такие ягодные, грибные места, если вы понравитесь, если вы пришли с уважением. Точно так же кланяйтесь, говорите 3 раза и заходите в лес. Она вас и приведет, и выведет. Вы не потеряетесь. Заодно, скажем так, покажет вам, откроет вам дороги и покажет вам самые такие плодовитые места, скажем так. Матушка лесная, вперед веди, да назад выведи. От лихого человека укрой, от лютого зверя спаси. Предо мной лесные врата открой. Лесным добром награди. Истина, заклято. Матушка лесная, вперед веди, да назад выведи. От лихого человека укрой, от лютого зверя спаси. Предо мной лесные врата открой. Лесным добром награди. Истина, заклято. О том, как не потеряться в лесу и прочее, я об этом рассказываю в своей лекции «Духи леса». Подробно. Если вы чувствуете, что потерялись, снимите рубашку, там, футболку и наденьте задом наперед. И никогда не идите в том направлении, которое вам укажет какой-то старичок, который непонятно откуда из кустов появился. Это лесной дух, или леший, или лесной дух, разные они, который вас хочет запутать и ввести в заблуждение. Он вас поведет не по той дороге. Никогда в лесу не откликайтесь и не идите на голос человеческий, котенка, собаки. Нет, бывает, что иногда действительно человек попал, может, в беду. Но если вы приближаетесь, голос все ближе и ближе, естественно, можете подойти, может, правда, котенка там выкинули, забрать. Это другое. Но когда вы откликаетесь, когда вы приближаетесь, а голос опять отходит вглубь леса, это вас заманивают духи. Там болото, можете утонуть. Там может капкан быть, можете наступить и больше не выйдете оттуда. Там может вам плохо стать. Там все что угодно, физически вплоть могут воздействовать духи. Они могут ударить человеку по лицу, по голове. Вполне. И человек потеряет сознание, проснется он. Уже много времени прошло, несколько дней, например. Он был в таком состоянии. Он может забыться, может память потерять. Они играют с людьми. Поэтому, если вот вы идете на голос, а голос все дальше и дальше, это вас заманивают. Не ходите туда. Итак. Да, в принципе, на сегодня, наверное, достаточно. Если я продолжу, конечно, я отмечу. Но эти бесхитростные, несложные маленькие заговоры вам помогут для того, чтобы вы целы, невредимые зашли в лес и вышли.
И поверьте мне, потом многие будут удивляться, как вы находите грибы, ягоды, каким образом это происходит. Если это близкий человек, поделитесь, другими нет. Не говорите им эти ваши тайные секреты. Они этими воспользуются, потом начнут бояться, потом кому-то расскажут. Кто-то скажет, что ой, это очень плохо, нельзя это все делать, это грех. Потом они будут вас подозревать в колдовстве. Не надо этого делать. Пусть они не знают секрет вашего успеха. Вот и все. Удачи вам.